Здравствуйте, друзья! У нас уже декабрь. А что это значит? Это значит, что мы будем посмотреть 12 знаков зодиака. Пытаюсь это сделать на русском языке. Посмотрим, как получится. У меня моя колода новая. Это теперь еще на русском языке. Тут внизу линк. Вы можете тоже себе купить эту прекрасную колоду. Буду с ними тоже гадать сегодня. И прогноз посмотреть. Тут у меня еще старая карта. Будем их использовать. И может быть еще Райдер Вайте. Самый первый знак зодиака, значит, это у нас Козерог. Смотрим. Какая у вас будет энергия в декабрь? Самый последний месяц 25 года. Слава Богу, потому что цикл заканчивается и начинается новый цикл, совсем новый цикл. Правда, он начинается 17 февраля, но все-таки. Я мешаю сейчас карту Таро и буду думать о вас. Козерог. Кстати, у меня дочка Козерог. Декабрь. Общая энергетика на декабрь. Интересно уже. И, как всегда, мы смотрим отношения, работа, деньги и совет. Общая энергия уже есть. Любовь. О, Козерог. Работа, деньги. Ну, хоть где-то хорошо. И совет. Так. Тут тоже интересно. Что я хочу сказать? Общая энергетика. Тури — это огонь. Это говорит, что иногда кажется, что ничего не двигается вперед. И ты как будто стоишь на место. Но если ты не теряешь веру, надежда, у тебя все получится. Потому что впереди у тебя очень хорошая дорога, особенно на декабрь. Не надо отпускать руки. И надо двигаться дальше, даже если ты не видишь пока результат. Пока. Любовь. Кармический месяц. Очень кармический, очень много ссоры, очень много непонимания. Но говорит, что особенно концентрировать на отношения и свои желания даже не стоит. Лучше веселиться. Лучше веселиться, надо где-то ходить, спа, ресторан, кино. Ты можешь найти это счастье внутри себя. И для женщины, которая Козерог, очень советую заняться собой. Ходить в салон красота, может поменять цвет волос. Дать для себя. Они ожидают от кого-то что-то. Работа и деньги. Очень хороший месяц. Сила у тебя есть. Наверное, магические способности тоже открываются, потому что твои мысли будут реализировать. Твои мысли будут реализировать, и если ты что-то очень сильно хочешь, ты этого и получаешь. Но карты говорят так, что это не просто так все получается у тебя. Ты должна двигаться с этого. И знаете, если кто-то даже будет против вас на работе или пытаться внести какую-то правду, не надо им слушать, надо стать на свое. Надо высказать свое мнение. И это будет ключ для успехов. Совет. Молодые парни, которые Козероги, у вас очень хороший месяц, в общем. И вас будет прямо люди вокруг помочь, кстати. Тут карта Ангел. Очень хорошая, в общем, у вас защита. Даже если кажется, что первая половина месяца, это значит от 1 до 15 числа, как будто все против вас.
Но я бы сказала, неплохой месяц. Ну да. Водолей. Хотела сказать водолец. Водолей. Смотрим. На эстонском это Веевалая. Общая энергетика. Общая энергетика на декабрь. Я надеюсь, что кто-то не будет устроить какую-то свадьбу, устроить свадьбу, это неправильно, наверное, скажу. Сыграть, вы любите сказать сыграть, я не знаю, это игра? Свадьбу. Не делайте свадьбу в декабрь. Что-то потом будет не очень хорошо. Извините, конечно. Любовь, да. Угу. Работа. То же самое. И общий совет. Что-то декабрь, молодые парни, у них все хорошо и прекрасно. Декабрь как-то любит молодых. И особенно мужчины. Но сейчас мы начинаем от общего. Карта чуда. Лид это как союз. Сит у меня это привязка. Мне кажется, что в декабре есть возможность себе кого-то найти, если ты этого только ожидала или ожидал. И кажется вначале, что это прямо твой человек. И вы можете даже очень быстро двигаться дальше и хотеть прямо все. И там кольцо, и свадьба, и дети. Вначале, да, все хорошо. А потом ты понимаешь, что, может быть, я спешила. Поэтому декабрь никакой свадьбы не делать. Этот союз не будет крепким. Мне кажется, даже, тут, мне кажется, не только смотреть на свадьбу, потому что союз это может быть еще какая-то новая работа. Это может быть что угодно. Короче, новое начало для водолей, декабрь, я не советую. Ничего нового не начинай, потому что это конец уже года. Любовь. И тут, говорит, карта Вуду, госпожа времени и третий кровь. Но она и говорит, что много боли, но много непонимания. И даже возможно, что кто-то с вами играет. Кто-то с вами играет так, что вы сами это не понимаете. Там может появиться там любовные треугольники, кто-то вам врет. Еще особенно это касается женщинами, которые уже в хорошем возрасте. В хорошем возрасте, я считаю, молодые это до 35, в хорошем возрасте это 35+. И особенно светлые женщины с вами играют. Работа. В общем, с деньгами и с работой я вижу успехов, особенно те люди, которые занимаются с детьми. Наверное, там врачи, которые работают в детском садике. Очень успешно в этом сфере вы будете. А остальные, мне кажется, вы начинаете думать, что вам надо менять работу, вам надо что-то нового. Взгляд будет в другую сторону вообще. А спешить нельзя. Так от ребенок еще. Это интересно. Мне кажется, это как совет, что надо... Вы же знаете, что дети видят больше всего и чувствуют больше всего. У них логика не очень работает. И ко мне пришла женщина несколько дней назад. Хотела знать, просто пример вам даю. Когда у нее уже будет свой человек, когда она встретится со своим человеком. Я посмотрю руки и говорю 41. Она так смотрит на меня.
Я от своей дочки спросила это там неделю назад, и она также ответила 41. Спросите от детей, они все отвечают вам. Общий совет. Заняться надо с творчеством. Не надо играть жертва, потому что возможности у вас есть. Если вы будете постоянно смотреть все через негатив, негатив и будет. Вы можете изменить свою жизнь, как вы хотите. Только спешать не стоит. И особенно творчество и молодые люди, у вас успех будет. Но творчество это все. Все, что ты можешь сделать сам или сама своими руками. Это все творчество. А так никакие опасности, кроме свадьбы или там союз, там не вижу. Рыбы. Рыбы. Я помню, как я беременна была с третьим. Я так хотела, чтобы родился бы рыбы, потому что они спокойные. И, конечно, получилось овен. Так, будем концентрировать на рыбы или рыбы или рыбы. Рыбы, наверное. Ну, мешал карту еще. Смотрим. Общая энергетика у вас на декабрь. О, хаос, вера и рыбы. Интересно, как-то. О, и падал экстра карт еще, кстати. Деньги. Значит, у вас с деньгами будет все. Я так хотела сказать, ошибись. Очень хорошо будет все с деньгами, очень много возможностей. Но понимаете, когда я скажу, что будет очень много возможностей, это не говорит о том, что вы сидите дома, и кто-то будет стучить на дверь и скажет, ой, тут вам возможности. Нет. Если у вас есть какая-то мечта, вы что-то хотите сделать, декабрь – самое время реализировать свои мечты. Именно в рабочем плане. Но вам надо за этого двигаться. Общаться с людьми. Мечтать. Вот, когда я говорю мечтать, это так, что ты начинаешь представлять это в голове. Это первый шаг. Второй шаг. Ты будешь писать все, что ты хочешь. А так, как будто это уже случилось. Тогда на физическом плане уже где-то есть. Ты можешь взять эту бумагу и сказать, вот тут моя мечта, она уже где-то есть. Потому что когда она у тебя будет в голове, результат не будет. А тут еще интересно вот это хаос. Мне кажется, рухнется что-то в жизни. Какое-то резкое изменение, которое не зависит от вас. Когда старые системы сломаются полностью. Но терять веру не надо, потому что это хаос на самом деле будет хорошо для вас. Вы можете после этого устроить что-то новое. Будем посмотреть, что это именно. Еще у вас есть рыбы, у вас опасность на аварии. Будете очень аккуратно за рулем. Странно, я мешаю карты, у меня карты сами падают. Это говорит о том, что вы декабрь очень чувствительные. У вас может быть сны, которые потом будет сбываться. И вы начинаете ощущать больше, чем обычно. Смотрим, как у вас будет в любви. Ничего такого. В любовном плане, наоборот, все хорошо. Если у вас был раньше непонимание с партнером, вы, наоборот, найдете общий язык. Но опять то же самое карта, вот эта карта жертва. Вы ощущаете, что вы как будто в клетке. Но дверь же открыта. Значит, надо концентрироваться еще на себя. В принципе, вы получаете все в любовном плане в декабре, что вы хотите. Когда вы начинаете пытаться понять партнера. Разговоры, духовные разговоры надо. Если вы ищете себе партнера, декабрь это очень хороший месяц, когда вы не в комфортном зоне.
Например, надо идти там, туда, куда вы раньше не ходили. Надо, например, я не знаю, там рок-концерт где-то, а вам вообще рок не нравится. Ходите. Удивляйте, как там круто будет. И вы, может, даже кого-то встретите. С работы слишком много от себя даете, а вы результат не видите. Спрашивайте от себя, почему я это делаю. Это вообще в мою сферу или нет? Очень многие начинают сомневаться и хотят пробовать что-то нового. И даже я очень советую пробовать что-то нового. Даже могут появиться какое-то новое предложение издалеко. Может быть, даже другая страна. Что-то опять вот эти молодые парни. Вот что-то у них вообще все хорошо. Первые 3 знака зодиака и молодые парни, у них все хорошо. Общий совет. Очень много у вас энергии вообще очень высоком уровне. У вас очень много энергии, и вы как будто психологи, вы все понимаете резко. Вы все понимаете, вы все хотите понять глубоко. Очень хорошо еще идет общение с людьми. Вам надо общаться, писать людям. Знаете, иногда бывает так, что мы давно с друзьями не встретились, мы все заняты, у нас у всех своя семья. Надо связываться с ними, общаться, а через этого тоже появятся новые возможности. Мне кажется, у Рыбы все очень хорошо. А я еще хочу посмотреть, где это хаос будет, потому что я так и не поняла, что рунится там. Где будет хаос? Посмотрим. В какой сфере? Мне кажется, там... Ты слишком много взял на свой плеч, и ты чувствуешь, что ты не хочешь больше так жить. Ты начинаешь менять все очень резко. И хочешь жить по-новому. Значит, какой-то на английском это mental breakdown. Как это на русском? Мне кажется, в общем, старая система уже не работает. И ты начинаешь больше думать о себе, как я хочу жить. Какие мечты у меня есть. И вот все, что рядом, что ты на самом деле не хочешь, ты уходишь от этого. Ну, неплохо. Овен. Овен. Посмотрим, Овен. А овцы и Овен то же самое? Ты скажешь люди, ты овца. Это Овен? Пишите в комментариях. Мне просто интересно. Овца и Овен. Наверное, то же самое. Напишите туда комментарий, буду читать. Овен. Посмотрим на вас. Ох, боль, флирт, изменения. Ох, флиртовать не стоит. Какое-то очень большое изменение будет. Может быть, даже на место жительства. Что-то будет меняться. Отношения. Ой. Ой, блин. Ну, короче, у вас... У вас тут, Овен, ой, очень тяжелый месяц. Вообще везде. Я не знаю, сидите дома или... Я даже не знаю, что сказать. Давай, начинаем от начала. Боль. Флирт. Изменения. Кто-то из вас может начинать думать, что ситуации, где вы сейчас... или место, где вы живете сейчас, это не то. Как-то она... Что-то изменилось. Это не как будто... Вы видите, тут палатка, да? Что это... Вы где-то начинаете понять, что вы не хотите там жить. Вы начинаете искать что-то нового. Но потому что это изменение, это палатка, это говорит о том, что
Только эта мысль появится в голове. А что за флирт? Подождите. Что же за флирт? О! Какая-то подруга или женщина даст вам неправильный совет. Может, там вы в отношениях, говорит, о, тебе надо жить свою жизнь, тебе надо, я не знаю, флиртовать, там, больше с кем-то еще, не знаю, встретиться, изменить жизнь, говорит, это плохой совет. Ничего хорошего в декабре это не принесет. Еще будет какой-то боль, и там наверху рейс. Если у вас какие-то путешествия в декабрь, мне кажется, вы будете недовольны с этим. Потому что самое наверху это баланс. У вас баланс не будет. Давай спрашиваем, почему эту боль. Вы получаете какие-то неприятные новости во время путешествия от какой-то женщины. То есть это не зависит от вас. Любовь, Овен. Все то же самое. Никакой изменений я не вижу. Все стоит на месте. И даже мне кажется, что тут Пентакли 4, это говорит о том, что ты что-то держишь очень сильно, и ты другие возможности даже не видишь. И мне кажется, надо расслабиться больше. Я не говорю, что флиртовать надо. Нет, флиртовать не надо. Надо больше думать о себе. И ты слишком много взял еще на свой плеч. Слишком много делаешь. Ты сама не понимаешь, потому что тут еще повешено. Сама еще не понимаешь, ты для кого это делаешь, зачем ты это делаешь. Мне кажется, начинается какое-то тоже понимание, кого, что я делаю и почему, что я от этого получаю. С чем это заканчивается? Надо что-то менять. Говорится, что надо начинать от себя. Что-то менять надо. Этот любовь, может быть, надо отдать для себя. На работе никакие изменения сделать не надо. Все ответы у тебя уже внутри есть. Но еще какой-то карт хитрость. Кто-то будет работать декабрь против вас. Даже могут появиться какие-то ссоры или предательства. Будет очень аккуратно, кому ты что говоришь. Общий совет. Женщина должна быть очень аккуратна с женщинами, потому что подружеские отношения в декабре совсем не хорошие. И кто-то может даже так разругаться, что вы даже потом уходите от друг друга. Если ты будешь уверена в себе, у тебя все получится. Если ты начнешь сомневаться, ты будешь притягивать такой энергетику к себе. Короче, что я могу сказать? Борьба в декабре у вас. Это был Овен. Следующий у нас Телец. Посмотрим. Телец. Общая энергетика. Посмотрим общая энергетика. Хочу мешать хорошо почему-то. Не знаю, кто-то мне скажет, возьми ее вообще из середины. Опять боль. Боль, сила и змей. Боль делает тебя сильнее. Но это опять через подруг. А нет, это не подруга. Подожди. Это твоя семья. Это твоя семья. Подожди. Любовь. О! Кто-то будет беременна. Если ты ожидаешь беременность, очень огромный шанс забеременеть. Если ты не хочешь забеременеть, тогда твой партнер могут это специально как-нибудь сделать, через какую-то хитрость. Поэтому тут, мне кажется, как смотреть на ситуацию. Очень многие, кстати,
пойдут на паузу в отношениях. Как-то то ли будет жить отдельно какое-то время, или пойдет просто жить в отдельной комнате, потому что надо как-то думать. Hermit. Это говорит о том, что мне надо найти все ответы внутри себя, чтобы понять, как я хочу жить дальше. Чем это заканчивается? Чем это заканчивается? Уход. Кто-то уходит от отношений. Если у вас будет перерыв до этого, вы уходите. И вы узнаете какую-то ложь. Кто-то вам врал, и вы узнаете об этом. Ваш партнер. Работа, деньги. Никакие лишние траты сделать не стоит. Особенно женщина, которая 35+, темная. Вы вначале думаете, что это очень хорошая какая-то покупка, а потом жалеете об этом. Если у вас будет какое-то предложение, это кубки 7, это, кажется, очень хорошее предложение по работе. И там еще твоя знакомая работает или подруга. Это шанс не возьмите, потому что вы так потом уходите оттуда. Можете еще какие-то деньги получить просто так. То ли это наследство, или вы играете что-то. Можете играть в лотерею, кстати. Там шансы есть, кстати, хорошие. Там первые 5 дней от декабря. Общий совет. Тут опять боль. 2 раза боль. Вот так интересно. Чего это боль? Угу. Боль от семьи. Кто-то вам принесет боль. И это что-то из прошлого. То ли вы что-то узнаете, или там... Или кто-то из семьи будет против вас. Мне кажется, вообще в общем такая энергия, но Луна, это говорит, очень интуитивная энергетика, но она еще говорит о иллюзиях. Какая-то иллюзия о ваших планах и вашей жизни, она уходит. Вы начинаете понять реальность. Reality check это на английском. Но очень хороший, конечно, будет... подожди, не очень хорошо. Пашня там рядом. Извините. Мне кажется, через ваше рода может еще умирать какой-то мужчина. Пожилой, ну, старый. Может, возможно, какой-то похорон. Короче, все. Не буду больше смотреть. Теперь мы будем посмотреть близнецы. Близнецы. Общая энергетика. Близнецы. Ого. Лед, шторм, выплюс – это борьба. Любовь. Работа, общий совет. Я другие карты взяла, почему-то так захотелось. Так, лед. Вы не знаете еще все. Иногда, мне кажется, вы думаете, что вы такие умные, вы все знаете, и начнете там какие-то решения принять, а говорите, что декабрь, молчите. Вы еще не все, у вас нет целая картинка, чтобы понять, куда двигаться дальше. Вы хотите все выяснить, всю правду, чтобы было бы справедливость вести, но у вас не хватает знания для этого. Наблюдайте на ситуации. Потому что если вы этого не делаете, будет какое-то резкое изменение.
Конечно, я бы сказала, это был бы хороший урок. В любовной сфере мне ничего хорошего сказать, особенно для тех, которые... Но где треугольники любовные? Если у тебя любовница или любовник, кто-то будет знать об этом. И заканчивается... Нет, для тебя это заканчивается, конечно, хорошо, а кто рядом с тобой, может быть, не очень. Будь очень аккуратно. И даже может быть так, что декабрь прямо хочется что-то нового пробовать. Или ваш партнер хочет что-то пробовать. Не стоит сделать этот шаг. Работа. Мне кажется, у вас энергетика такая хорошая по работе в декабрь. Вы чувствуете прямо силу. Вы хотите доминировать. Вы прямо хотите, что люди вас бы слышали, слушали. Но иногда это, мне кажется, будет декабрь какой-то перебор. Люди будут смеяться над вами. Надо как-то унизить эго. И прежде чем что-то сказать, пытаться их понять. Но, мне кажется, у вас вообще-то если у вас еще есть какие-то зависимости или были какие-то зависимости, они могут появиться снова, вот эти зависимости, или ухудшиться. Какой-то стресс, рабочий стресс. Эту энергию надо направить на правильную сторону. Мне кажется, в этом какой-то проблема. Общий совет. Женщина, которая работает в сфере красота, очень-очень удачный месяц в рабочем плане. Долг нельзя отдать. Но тут денежная карта и ложь рядом. Долг нельзя отдать. Вы не вернете это потом. Если вы рожаете или забеременеете именно декабрь, кто-то из вас, ваша семья вернется к вам, который уже давно умер. Вас рождение. В общем, я бы сказала, не так прям плохо. Рак. Я достаточно давно уже принимаю люди, и мне кажется, раки меньше всего. Хоть ко мне приходят раки очень редко. Посмотрим. Рак. Посмотрим. Мыльмар. Кошка тут ищет меня. Мыльмар, Тулеси. Тулеси. Рак. Что это? О. Жизнь. Любовь. Вы ищете баланс в любви. На работе никакого изменения нету, хоть это надо было уже давно сделать. В общем, Тулеси. Общий совет. Короче, начнем от начала. Жизнь, молитва и знание. Жизнь это как театр. Это надо принять, мне кажется, намного мягче, чем мы на самом деле принимаем жизнь. Мы иногда слишком много думаем и слишком много хотим контролировать. Тебе надо в декабрь быть более такая свободна. Возьми это как роль, ты играешь роль сейчас. Не теряй веру, потому что сила твоей мысли и молитва сейчас работает очень хорошо в декабре. И говорит, что у тебя есть знания, и у тебя есть знания именно в декабрь, чтобы получить все, что ты хочешь. Это может быть даже знание через мамину линию, через бабушку. Спросите, если у вас есть какие-то проблемы, спросите от старшего поколения совет.
В любовном плане вы ищете баланс, вы это никак не можете найти. То когда хорошо, то очень хорошо, когда плохо, очень плохо. Резкие изменения в эмоциях очень сильно. Кто-то вам тоже врет, и вы узнаете об этом. И мне кажется, если у вас был развод, или вы от кого-то ушли, очень хорошие шансы, что вы опять будете вместе. Вы найдете опять друг друга. Посмотрим, это хорошая идея или нет. Кто-то как-то возвращается из прошлого. Кстати, это хорошая идея. Это, если тогда не получилось, это не значит, что этот раз не получается. Если человек меняется. Если меняется. По работе ничего хорошего мне не сказать, никакого изменения нету. Будете ругаться, особенно женщины 35+, светлые. Будете ругаться. Будете ругаться, будете ссориться, вы недовольны. В декабре вы вообще недовольны ни в чем. А при этом вы ничего не делаете, чтобы изменить ситуацию. Начинайте действовать тогда. Надо высказать это. Начинать от себя. Общий совет. Подруги нельзя. Вот змей. Это змей, вот это точно подруги. Подруги доверять нельзя. Ничего такая секретного, особенно в любовном плане, говорить нельзя, потому что она кому-то еще это говорит. И очень многие начинают видеть свои мертвые во сне. Они начинают вам даст знаки о будущем. Если вы в декабре что-то видите во сне, напишите все, что вы видели. И ощущение, какая погода была, как вы себя чувствовали. Какое-то предсказание будет оттуда. Лев, лев или льви. Лев или льви. Лев, наверное. Сильный знак зодиака. Посмотрим. Лев или... Какой? Что-то мне нравится. Это. Опять театр. Слушай, нет, тут то же самое. Я мешаю еще раз. Может, я не так хорошо мешала. Посмотрим. Льви. Дай уж представлять. Лев. О. Огонь, защита, лотус и лапс это... Ой, господи, как это на русском языке лотус и лапс? Это такой человек, который в контакте с природой. Животными, землю, лес, как-то так. Любовь. О-о-о-о-о. Кто-то хочет с вами играть. Вуду и карт магия. Даже возможности на привороты. Защищайте себя. Потому что кто-то тебе хочет, ты этого не хочешь, и человек будет пытаться тебе то ли вернуть, то ли привязывать каким-то образом. Но вы это ощущаете. Вот, например, когда ты рядом с человеком, если у тебя легкость, хорошая энергетика, все хорошо. Если ты такая сонная, тоже хорошо. А если ты после этого встречи очень уставшая, это вам знак. Работа. Какое-то предложение появится от прошлого. Или через человека, который вы знаете уже давно, или от прошлого работы. Какое-то очень хорошее предложение, это обязательно надо взять. Да. Вот. И это тоже, я бы сказала, совет, например, если у вас были какие-то мечты, и вы почему-то не делали ничего. Просто была мечта, забывали, жили дальше. Надо делать все, что она бы сбылась в этот раз. Думать, какие мечты у вас были. Общая энергетика, совет. Не разрушайте ничего. От ничего не надо уходить. Просто наблюдайте, найдите баланс внутри себя.
Опять какие-то молодые парни, у них все хорошо. Я не понимаю, что это такое декабрь. Декабрь, молодые парни, у вас все зашибись. Вообще супер все. Мне кажется, это не... Вот эта вся информация вообще не для вас. Вы создаете свою судьбу сами. Virgo. Дева, я тоже дева, что-то боюсь уже. Я себе не буду посмотреть, я не люблю себе посмотреть. Я убираю свою энергетику оттуда. Будем посмотреть. Мне уже весело. Но я себе в энергетическом плане убрала, поэтому я себе смотреть не буду. Могу это взять как совет, можно так сказать. Я не могу, у меня руки начинают трясутся, господи, боже мой. Я от себя убираю. Так. Virgo, Дева, найти. Ладно, мы здесь посмотрим. О! Деньги там сразу. Пац, кто-то будет заработать. О! Почему я себе убрала туда? Общая энергетика, конечно, очень такая. Давай еще раз его убираем. О, страсти. Работа. И совет. Ну, неплохо. Virgo. Почему я на английском это говорит? Дева. Тахи ставас, это как небо. Да? И там вот даже звезды видишь, да? Это говорит о том, что иногда надо мечтать. Если у тебя давно ничего такого не было, какие мечты? Начинай мечтать. Сбывается. Держи друзья рядом. Друзья, они дадут и защиту, и советы, и все, что тебе надо. Союз. Может быть, будет какое-то предложение. Может быть, крепче будет ваш союз. Что-то очень хорошее. Общая энергетика, я бы сказала, очень хорошая. Так, пойдем к любви. Весы. Ты слишком много от себя даешь. Надо найти баланс. Мне кажется, не надо так сильно стараться. Ну, страсти продолжаются, страсти ты найдешь декабрь. Очень много физического такая страстивая энергетика. Так, как это как-то теперь читать на это? Подождите. У тебя какое-то понимание будет. Ты начинаешь что-то понять о свои отношения. Ты что-то начинаешь понять. Какой-то ответ будет на что-то. Если ты ищешь себе любовь, тоже очень хорошее время. В рабочем плане с семьей никакой совместный проект не делай. Это кровная связь, я имею в виду. Потому что оттуда будет только борьба и проблемы. Если что-то делаешь нового, делай это одна. И никого ничего не говори об этом. У тебя очень много завистников рядом. Они тебе завидуют. Совет. Путешествование. Это как говорит о путешествовании, движении. Тебе не надо стоять на место, двигаться дальше все время. И говорит, что вот с другими людьми тоже общение очень хорошо, и вот эти новые контакты для тебя очень успешные. Короче, Дева, у тебя все хорошо. Ты же ничего плохого такого не видела. Так, у нас Весы. 3 знака зодиака осталось. Весы. Если ты, например, родился в конце сентября, тогда ты можешь и посмотреть и Дева, и Весы. Оба. Иногда люди спрашивают, вот я там, например, один день до Весы. Ты можешь тогда Весы тоже посмотреть. Так, что-то какой-то карт пошла не то. Так, посмотрим. Весы, Весы, Весы. Мне кажется, самый удачный знак зодиака. О, падала сразу рейс. Сама падала. Это значит, что у вас будет движение, какой-то неожиданный рейс где-то, путешествование.
И она очень удачная будет. Ты найдешь опять себе вот эту легкость в жизни. Вы знаете, как у дети это есть, вот эта легкость. Ты живешь в моменте. Угу. Даже советуют. Если даже вы не планируете, вы можете что-то нового сделать, какое-то новое место себе выбрать. Это не должна быть другая страна, это может быть еще, я не знаю, другой город. Вы что-то получаете от этого. Очень хорошо. Надо начать концентрировать на себе, на свой путь. Если никто не хочет с вами ехать, езжайте сами. Реально езжайте сами. Что возьми это? Любовь. Это то же самое. Интересно. Работа, деньги, общий совет. Общий совет сразу смотрю, потому что тут опять вот эта поездка. Если вы одиноки или в неудачном отношении, тогда через этого поездка вы можете кого-то себе найти, кстати. И это судьба. Не кармическая, это судьба. В отношении я вижу все хорошо, если вы не играете жертва, если вы начинаете концентрировать на позитив. Если у вас есть партнер, начинай посмотреть и видеть, и замечать хорошие качества. Не надо постоянно говорить, что это не то, это не то. Ничего плохого я не вижу. Ты можешь сама создавать какой-то негатив туда. Этот декабрь полностью зависит от тебя. В рабочем плане очень много возможностей, но ты ничего не видишь и не замечаешь. Потому что ты так концентрируешь на то, что у тебя есть сейчас. У тебя очень сильно комфортная зона. Мне кажется, там изменения надо. Как-то выше идти. Я не говорю, что профессии надо менять, а говорит о том, что выше оттуда надо идти. У тебя роста уже нету. Привычка уже. Комфортная зона. Так, у нас Скорпион. Самый трудный, я считаю, знак зодиака – это Скорпион, особенно мужчина. Потому что ты никогда не знаешь, что оттуда ожидать. Так, Скорпион. Что-то сразу чувствовала, что я больше не хочу мешать. Конечно, конечно. Надо найти баланс. Изменения просто так не появится. И очень много симптомов это зависимости. Ты, может быть, сама начинаешь признавать даже, что у тебя есть зависимость то ли на отношения, то ли на работе, то ли на алкоголь, или наркотики, или курение. Надо начинать с этим заняться. Потому что ты будешь только как эта качалка качать туда-сюда, туда-сюда. Надо как-то в конце концов что-то решать. У нас еще есть для вас любовь. Ой, любовный треугольник сразу. Любовный треугольник. И... Любовный треугольник. Ты уходишь. Если у тебя отношения, ты можешь даже начинать думать о уходе. Но ты не хочешь почему-то принять решение. У тебя борьба или конфликт в голове. Спрашивай, надо от старого уходить, от нового уходить. Говорит, выбор твое. Оба варианта хорошие. Старая кармическая, новая это свобода. Вот выбирайте сами. Работа. С работы, с деньгами ничего плохого я не вижу, просто надо посмотреть свои траты. Когда начинаешь ты капать слишком много тратить, и потом думаешь, до чего это мне надо было. Тебе что-то не хватает в жизни, и через покупки ты начинаешь чувствовать эту ценность. Это плохо. Общий совет. Тоже с автомобилями аккуратно, на дорогу аккуратно. И не надо слушать других. Мне кажется, когда ты начинаешь слушать других, ты принимаешь неправильное решение. Слушай только сама себя. Никого не слушай. Даже совет не спроси. Даже меня не слушай. Самый последний знак зодиака это у нас
Стрелец? Ну, посмотрим, Стрелец. Стрелец. Это же декабрь тогда, да? Я всегда почему-то так читала, что если у тебя декабрь день рождения, декабрь это твой месяц. Что-то начинать. Если мой день рождения, например, сентябрь, сентябрь это всегда мой месяц. Если ты хочешь что-то нового начинать. Посмотрим. Общий совет. Стрелец. Kogemus, hinge, sugulane, ootamatus. Господи, как мне это переводить вам? Kogemus это опыт, hinge, sugulane это духовный связь, ootamatus это неожиданность. Но позитивным, это как позитивный неожиданность. Любовь. О, и тут стрелец, представляете? Но сразу скажу, с работой вообще все хорошо. Может сработать декабрь, очень много денег. Особенно советуется путешествовать. Если это связано еще с поездками, эта работа, тебе придется куда-то летать, куда-то ехать, очень хорошо. В денежном плане все очень хорошо. Но в любовном плане ты очень свободный. У тебя будет какая-то поездка, и ты что-то понимаешь, ты что-то начинаешь понять. Что для тебя работает и что для тебя не работает. Именно по поводу отношений. Это дает тебе время что-то понять. Чем это заканчивается? Ох, любовный треугольник. Может быть какое-то решение, может быть просто понимание. Если ты хочешь кого-то найти, тогда лучше первую неделю от декабря. Лучше это вторую неделю не делать, потому что там какое-то раздражение будет или какой-то, не знаю. Короче, общий совет. Опять путешествование. Вот это на большой П. Путешествование, движение очень-очень хорошо. Это как-то моя мама, кстати, и моя маленькая сестра, как-то у нас очень умер. И это как безумно хотел туда добавить. И, кстати, очень странно, потому что у мамы, наверное, так есть ситуация сейчас. Она смотрит на прошлое, а не видит шанса рядом с собой. Потому что она так, взгляд на прошлое. Тут ей предлагают новый шанс, но она этого не видит, потому что взгляд на прошлое. Мне кажется, тут тоже вам совет. Не надо смотреть все время на прошлое, а надо повернуть вашу голову или взгляд на будущее, на возможности. Потому что прошлое это уже было, и там ничего ты не изменишь. Или какую-то комфортную зону. А так, я бы сказала, неплохо, потому что тут Kogemus это опыт. Очень много смеха будет, очень много будет с людьми общения. Hinge sugulane это духовный связь. Ты либо найдешь себе этого человека, или начинаешь ощущать, что этот человек у тебя рядом. Но связано с этим будет какой-то неожиданность. Неожиданность. Какую-то боль. Нету движения. А вот опять тут этот lapse meeldus, это какой-то детский такой смех, знаете, что тебе надо как-то полегче все принять. Тебе надо, может быть, не так много думать. Иногда, когда нету движения, это тоже хорошо, потому что тогда ты начинаешь что-то понять. Я заметила, что люди не любят одиночество, быть одном своими мыслями.
Это пугает. У нас всегда музыка или телевизор, или мы с кем-то поговорим. А иногда быть это хорошо один или одна. Потому что только тогда ты можешь быть честна с собой и что-то ощущать и думать, что важно для тебя. Короче, это все. 12 знаков зодиака. Пожалуйста.